В обществе, где до сих пор много табуированных тем, есть одна, которая меня особенно заинтересовала – интерсекс. Интерсекс – это не про ориентацию и сексуальные предпочтения, а про особенности нашего организма. В роддоме интерсекс людей без их ведома кладут под нож. В российских СМИ, если упоминают о них, то называют гермафродитами и представляют это как трагедию, которую надо спрятать и никому не рассказывать. Мы так не думаем. Я Петя Плосков, и сегодня мы говорим про интерсекс. Когда ты узнал, что ты интерсекс? Я был записан в роддоме как младенец женского пола. И, соответственно, вот в подростковом возрасте, когда должно происходить половое созревание, я стал превращаться в мужчину. Ну и, собственно, это было странно. Я думаю, что тогда я узнал. А про сам термин интерсекс я узнал, кстати, не так давно. Это было в 2017 году. Совершенно случайно. То есть я рассказал кому-то свою историю, и вот этот парень, он сказал, что вот есть такие люди, тебе надо с ними связаться. И я, соответственно, написал. Была такая, ну и сейчас есть организация, называется АРСИ, то есть Ассоциация русскоговорящих интерсекс-людей, и он в ней состоял. И я ему написал, он меня уже перенаправил в чат, в группы, и я получил очень много информации, которую я просто залпом читал, потому что мне было так интересно. Я всегда хотел с детства найти людей, которые испытывали что-то подобное, как и я. И вот я их нашел, и для меня это было нечто совершенно невероятное. Подожди, а в детстве как ты себя осознавал? Как если тебя назвали девочкой, родители потом тебя тоже отдавали в монастырь. Вот эта история, где ты приходил к Ксении Анатольевне, и это все было известно. Для них это было ударом. В конце концов, меня отвезли в монастырь, и по совету отца Сергия, потому что во мне сидят бесы. А ты себя как осознал в этот момент, до полового созревания? Или ты всегда понимал, что ты пацан, или как? В детстве, когда ты растешь в обществе, причем в очень консервативном обществе, то у тебя нет каких-то промежуточных вариантов. Ты либо мальчик, либо девочка, то есть среднего варианта нет. И в моем случае было очень много звоночков в ту сторону, что я все-таки мальчик, и я сам для себя решил, что, наверное, я мальчик. Конечно, никто из моих родственников не принимал этой ситуации, потому что все хотели, чтобы я был обычной девочкой. Но, к сожалению, этого не произошло. Если бы рядом были понимающие взрослые, которые бы объяснили, что это нормально, что есть такие люди, что есть интерсекс-вариации, что это как бы вариант нормы, было бы попроще. А на тот момент было очень тяжело. Не было никакой конкретной позиции. То есть я не мог назвать себя девочкой. Ну, понятно почему, да, потому что не выглядел как девочка. И не мог назвать себя мальчиком, потому что по документам я была девочкой. Есть просто много разных вариаций, и некоторые вариации проявляются там, в детстве, некоторые вариации там, еще с рождения, некоторые в взрослом возрасте. Там, люди могут вообще не узнать, что они интерсекс-люди. Интерсекс — это любые анатомические, физиологические или биохимические изменения и особенности организма, которые отличаются от представлений о типично женском и мужском теле. То есть, если мы там, вернемся в 5 класс в школу, да, вспомним, что вот нам говорили, что есть 46 хромосом, да, 2 из них половые хромосомы. X-хромосома, Y-хромосома. И в школе закладывается, и в принципе большинство из нас думает, что вот 46XY это мужской кариотип, да, то есть только такого у мужчин может быть. Или там 46XX только у женщин может быть. Но на самом деле это не так. Есть девушки с кариотипом 46XY, есть мужчины с кариотипом 46XX. Это вот одна, да, история, когда есть особенности в кариотипе. Вторая история — это когда гормональный профиль, то есть на самом деле и у женщин, и мужчин есть тестостерон, эстрогены, нету мужских, женских гормонов, да. Вот у интерсекс людей там может быть высокий тестостерон у девушки, да, но клетки к нему не чувствительны, например. Или может быть так, что там в организме интерсекс человека есть половые железы, которые наполовинку состоят из яичника, наполовинку из яичка. То есть это любые какие-то особенности, которые вот не вписываются в то, что нам рассказывали в школе. То есть может также и строение гениталий быть отлично. Да, вот мы знаем то, что как выглядят типично женские, типично мужские гениталии, а вот у интерсекс людей могут быть различные варианты, и это тоже норма.
Мы не будем наглядно демонстрировать гениталии и подробно показывать, как выглядят интерсекс-вариации, потому что то, что находится ниже пояса у человека, исключительно его дело. Но чтобы зрители лучше понимали тему, мы продемонстрируем некоторые вариации схематично. Вот самые популярные из них. Вариация Шерешевского-Тернера. В результате наличия только одной X-хромосомы у таких людей чаще всего отсутствует возможность завести биологическое потомство. Часто таким людям ложно приписывают умственную отсталость. Дают ложную информацию, что это очень редкий случай, и у человека нет шансов встретить таких же людей. Но это, конечно, чушь. Врожденная гиперплазия коры надпочечников. У человека с такой вариацией фенотип может быть от классически женского до полностью маскулинизированного ака мужского. Причиной вариации служат надпочечники, из-за особенностей работы которых у человека достаточно высокий уровень андрогенов, чтобы организм стал приближен к типично мужскому. Смешанная дисгенезия гонад или мозаицизм. У человека с такой вариацией фенотип может быть от классически женского до полностью маскулинизированного. Часто врачи сами решают, какой пол дать ребенку, и проводят нормализующую в кавычках операцию. Вариация Майера-Ракитанского-Кюстерхаузера. В теле, в остальном развитом по женскому типу, отсутствует матка и влагалище. Часто, чтобы показать редкий случай, врачи во время осмотра приводят других врачей и студентов. Только представьте, как группа в белых халатах рассматривает ваши гениталии. Вариация персистирующие Мюллеровы протоки. Мужской фенотип, мужская репродуктивная система, в брюшной полости находится матка. Вообще интерсекс-вариаций больше 40 штук. О других вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании к видео. Я вообще про тему интерсекс узнал благодаря тебе. Я не знал, что это такое, к своему стыду. И зашел в твой инстаграм, углубился, мне стало это очень интересно. И я понял, насколько я глупый человек. А расскажи, пожалуйста, когда ты впервые узнала, что ты интерсекс? Как раз хотела тебя поддержать тем, что ты не глупый человек, потому что я узнала, что я интерсекс в этом мае. То есть вот полгода назад условно. Спасибо 2020 году и вообще 21 веку за секс-просвет в России, который меня, соответственно, и привел к этой теме. Слушая один из подкастов, я узнала, кто такие интерсекс-люди, решила проверить, подхожу ли я к ним. Если мы говорим о том, что когда я узнала, что со мной что-то не так, это был подростковый период, когда у всех нормальных, девушек начинаются менструации, у меня их не было. Мы пошли выяснять, соответственно, с мамой, почему. Пройдя вереницу врачей, найдя хотя бы одного компетентного специалиста, меня обследовали и выяснили, соответственно, что у меня просто нет матки. Ну и, соответственно, что есть такая проблема, как мне тогда ее нарисовали врачи, что это прям глобально страшно, что с этим тебе будет тяжело жить. В общем, мне достаточно такое было неприятное внушение от врачей, которые я несу через всю жизнь, да, и такая фраза, что девочка, забудь про семью, строй карьеру. В общем, кому-то такая нужна. Это с 14 лет тебя внушали врачи? В 15, да, в подростковом периоде. И вот в этом мае, когда я узнала, что есть интерсекс-люди, что я к ним отношусь, у меня как будто открылся, не знаю, новый портал, новое измерение, что никакая я не женщина, я абсолютно нормальный человек. Ну, я, в принципе, и так это знала, но просто зачем вообще себя относить к какой-то там бинарной системе, да, что есть мужчины и женщины, есть еще интерсексы, и ты вообще прекрасный человек и без каких-то вот этих вот маркеров. Интерсекс — это все, что не похоже на типичное определение мужского и женского тела. То есть там, допустим, еще одна Y-хромосома, если у человека кариотип XY, это тоже интерсекс-вариация. Если у женщин нет матки, это интерсекс-вариация. Это все интерсекс-вариации. Просто люди думают, что интерсекс — это что-то такое, что типа гермафродитизм, да, раньше называлось. К сожалению, в СМИ я просто тоже много что изучал, как тебя это до сих пор называется гермафродитизмом. И это удивительно, что, особенно с каких-то там поселков, регионов, вот на днях я видел какие-то новости тоже на региональном канале, там все еще называют гермафродитами, хотя, насколько я понимаю, гермафродитами мы не можем быть, потому что не может быть две репродуктивные системы. Да, все верно, именно так и есть. С точки зрения биологии, человек, млекопитающий, не может быть гермафродитом.
гермафродитом. Гермафродит – это организм, который сам себя может оплодотворить, ему не нужен партнер для этого. То есть это то, в чем и так эта репродуктивная система прекрасно работает. С точки зрения, как бы, да, если мы возьмем человека, не может так быть. Некорректно не только потому, что это может быть обидно или что-то там неправильно восприниматься, а потому что это просто некорректно, потому что это неправильно. Это дело даже не в обиде. Вот иногда пишут там, вот они обижаются, когда их называют гермафродитами. Это дело не в обиде, никто не обижается. Просто это неправильно, это реально некорректно с точки зрения биологии. Зачем использовать термин, который неправильный? Это же запутывает людей. А расскажи, пожалуйста, про свою интерсекс-вариацию. У меня смешанная дисгенезия гонад. Это значит, что, несмотря на то, что внешне я выгляжу как обычная девушка, у меня XY хромосомы, которые, да, типично считаются мужскими, да, то, что называется генетический мужчина. Я узнала совершенно случайно в 22 года. Сейчас мне 27, и это событие просто разделило мою жизнь на до и после, да, то есть до этого это был какой-то страшный сон неизвестности, непонимания, депрессии. В детстве, да, не было никаких подозрений, родилась девочка и девочка, да, то есть внешне не было никаких отличий. А в подростковом возрасте у меня не началось полового созревания, да, то есть грудь не росла, месячные не шли, да, и я уже осталась одна такая девчонка в классе. Вот, я очень комплексовала, переживала. Лет в 14 уговорила отвезти меня к гинекологу, наконец. Вот, гинеколог такая: ой, ну ты же девочка, значит, яичники есть, мы заставим их работать. Меня отправили на прогревание яичников. Я несколько месяцев ходила, там клали какие-то такие электроды на живот, я лежала 40 минут, оно грело мне живот. Вот, никакого результата не было. Как-то я увидела серию Доктора Хауса, где, да, у девушки-модели в животе нашли яички. У меня нет яичек. Она не парень. А его ДНК говорит об обратном. Яичники становятся яичками и опускаются. Но в одной из 150 тысяч беременностей плод с набором хромосом XY, мальчик, развивается во что-то иное. Я просто как-то упомянула отцу, а он сказал, что «О, у тебя что-то такое примерно и было». Я такая: что? А меня как раз тогда в 15 лет, так как врачи во Львове толком не знали, что вообще со мной, меня отвели к врачам в Москве. Вот, мне там сделали все тесты, анализы и все-все-все, и мне ничего не сказали, да, то есть со мной врачи вообще не говорили, они звали отца в кабинет, закрывали дверь и говорили с ним. А потом мне от него достались лишь там обрывки информации, что у тебя что-то не то с яичниками, там риск рака, надо сделать небольшую там операцию или две, будешь принимать гормоны. Вот, меня, в принципе, единственное, что волновало, что дайте мне гормоны, чтобы у меня выросли сиськи уже наконец. Вот, да, с приоритетами у меня всегда все было просто. Я потом начала принимать гормоны, а у меня начались месячные в 17 лет, но грудь так толком сильно и не выросла особо. И это были очень тяжелые годы, потому что у меня никогда не было никакого объяснения, почему не развиваюсь, как остальные девушки, даже на гормонах. Потом лет в 20 у меня было сильное головокружение, я пошла к невропатологу, и она такая говорит: беременность исключена? Я говорю: да, мне же удаляли яичники. Она говорит: как, зачем, почему, а какой диагноз? Я, честно говорю, я не знаю. Вот, и тогда у меня впервые возникла в голову мысль, что надо бы точно узнать, да, что у меня, какой диагноз. Вот, потому что мы же привыкли, что, да, не подвергать сомнению, что там нам говорят родители, врачи, как-то в голову не приходит, что они будут что-то скрывать. И лишь когда мне было вот почти 22 года, я увидела в интернете совершенно случайно видео BuzzFeed What it's like to be intersex, да, каково быть интерсекс-человеком. I have XY chromosomes, but typical female genitalia. I'm a girl who has testes and XY chromosomes. I identify as a queer, gender non-conforming intersex person. И истории, видео были немножечко похожи на мою. Я решила, что, ой, все, может быть, это про меня, я не знаю, но надо узнать. Вот, через несколько недель, месяцев, я не знаю, мне как раз надо было пойти к врачу, да, на проверку, на УЗИ. И я ей позвонила, спросила: а что у меня, да, а что у меня там было, какие у меня хромосомы и вообще. И также попросила у отца свои медицинские справки. Вот, и да, я узнала про XY хромосомы, про смешанную дисгенезию гонад. А почему тебе не говорили об этом столько лет? Вот это вот мне непонятно до сих пор. Я потом приперла отца к стенке и спросила, почему. Он вначале такой отнекивался: ой, я думал, ты все знала. Вот, а потом сказал: да, я тебе все специально не рассказывал. Мне так посоветовали сделать 2 детских психолога.
Я говорю, ты понимаешь, что ты мне этим всю жизнь испортил? Я тебе все эти годы рассказывала, как я комплексую, потому что я не понимаю, что со мной происходит. Он говорит, нет, я все сделал правильно, извиняться не собираюсь. Вот, я с ним с тех пор не общаюсь. И это, к сожалению, распространенная достаточно практика, когда врачи ничего не рассказывают ребенку, и родителям говорят, ничего не рассказывать, чтобы там ребенок не начал сомневаться в своей гендерной идентичности, чтобы ребенок там не травмировался этой страшной информацией. Хотя тут нет вообще ничего страшного, да, и ребенок травмируется разве что тем, что от него скрывают правду. Меня водили к психологам, но, к сожалению, ничего хорошего из этого не было. Во-первых, никакой информации путной не поступало от психологов, а во-вторых, родители как бы гнули свою линию из серии, что да, эта девочка, она просто с ума сошла. В один прекрасный момент вот это все назревало, вот этот конфликт, и поэтому они вот так вот поступили со мной. Я не могу точно сказать, почему. Я же не свои родители, я не знаю, что с ними происходило. А сейчас как ты к ним относишься после этой ситуации? Вы с ними общаетесь? Мы не общаемся сейчас. По поводу врачей. Значит, был у меня такой случай, когда я уже был в монастыре, то меня привозили к врачам. Это удивительно, но да. И чтобы вообще понять, что происходит, обнаружили, что у меня нет матки, и хотели, значит, сделать из меня девочку. Как они это видели? В каком смысле? Они думали просто, что... В смысле, напичкать тебя гормонами? Конечно. Меня отвезли ко врачу, ничего не объясняли совершенно. И благо мне попался очень хороший врач, и я потом еще всю жизнь буду об этом вспоминать, потому что это единственный, наверное, на тот момент взрослый человек, который мне что-то объяснил. Потому что она спросила у меня, кем я хочу быть, и сказала, что ты понимаешь, что тебе с тобой хотят сделать. Я объяснила, что вот тебе хотят сделать хирургическую коррекцию, я имею в виду генитальную, да, и напичкать гормонами женскими. Конечно, я отказался от этого. Но мне было уже, по-моему, 16. При этом ты себя чувствовал комфортно, твоему здоровью ничего не угрожало? С точки зрения вариации ничего не угрожало, конечно. Ну, то есть были проблемы со здоровьем, но они никак не связаны вообще с вариацией. Вообще организм себя нормально вел. То есть у меня в брюшной полости было яичко, которое выделяло мужские гормоны. Соответственно, поэтому произошел вот этот процесс полового формирования, да, по мужскому типу. Но все нормально. Я часто об этом говорю, вот именно в рамках вообще интерсекс-активизма, да, почему там, мы боремся за свои права и так далее, и рассказываем об этом. Дело же не в нас, дело же не в том, что мы какие-то плохие, не такие, там, неправильные. Мы-то как раз нормальные. А дело в обществе, которое на это реагирует. То есть общество это не принимает, пытается постоянно засунуть нас в эту бинарную систему, именно физиологическую бинарную систему. Думаю, что это нам как-то поможет, хотя это никак не помогает, наоборот. Самая важная цель вообще интерсекс-активизма – это запрет на операции без ведома пациента, особенно на детях. Потому что есть вот некоторые споры о том, что нужно сделать операцию, как будет там ребенок дальше расти, он будет чувствовать себя некомфортно. Это все не так важно, потому что вот эти там даже психологические комплексы — это то, с чем можно работать. А то, что тебе отрезали и отняли, этого не вернут никогда. Оперативное вмешательство приносит ряд проблем. Шрамы после операции, какие-то проблемы со здоровьем, проблемы с репродуктивной системой. То есть из-за этих операций человек, в принципе, может стать бесплодным, хотя он не был бесплодным. Проблемы там с самооценкой, психологические какие-то вот эти факторы. Ну, в конце концов, у человека может не совпасть гендер. Мы сталкиваемся с тем, что не все врачи компетентны. И до сих пор девочкам, которые в подростковом возрасте узнают о такой проблеме, рекомендуют делать операции. Потому что меня после моего там камин-аута в социальных сетях как раз находили там и родители, и девочки сами, и сейчас они стоят перед выбором, потому что врач иногда просто не говорит о том, что да, можно обойтись без этого, это не нужно. Ну и в принципе вот эта глобальная неосведомленность, что люди просто про нас не знают, что мы есть. Я тому яркий пример, который там в 28 лет, будучи интерсекс-человеком, узнала, что она интерсекс, потому что этого понятия у нас нет в обиходе. Какое-нибудь оперативное вмешательство было в детстве? Да, к сожалению, многие интерсекс-дети проходят через это, и это происходит, потому что часто обнаруживается, допустим, в роддоме, если гениталии у интерсекс-человека промежуточного типа, то ему, скорее всего, сделают косметическую операцию, переделав их в какую-то одну фазу, что вообще крайне нежелательно, и нельзя этого делать. Но я этого избежал. Почему? Потому что в детстве ничего такого не было. То есть я родился обычной девочкой, никаких там особо отклонений не было, ну, насколько я знаю. А уже в подростковом возрасте, когда вот со мной все это произошло, родители очень странно реагировали, то есть они вообще считали, что это метаморфозы не связаны со здоровьем. То есть меня не принесли врачам, мне сказали лечить, мне принесли
в монастырь и сказали, лечите. Вот, они думали, что это духовная какая-то болезнь. Они тебя очень-очень верующие. Ну, не настолько сильно верующие. Мне кажется, что они просто как-то потеряли надежду на то, что они сами самостоятельно с этим могут справиться. Все началось вот с того, как я обратилась в Москву к доктору. Меня там полностью обследовали. Но перед тем, как я туда поехала, я у себя в городе сдала тест на кариотип. Соответственно, он мне показал 46XY, то, что у меня мужской кариотип. И после этого меня отправили в Москву, в институт, для того, чтобы полностью обследовать, что со мной. То есть изначально мне поставили дисгенезию гонад, но потом, уже вследствие тех обследований, мне поставили, что у меня нечувствительность к андрогенам. Нашли у меня в брюшной полости яички, которые у меня с двух сторон, и слева, и справа были. Ну и, соответственно, сказали маме моей, что ее нужно оперировать, так как у нее может быть рак. Необходимо это действительно было делать, эту операцию, или нет? Нет, не стоит делать эти операции. Во-первых, последствия после операции ужасные. То, что ты сидишь на заместительной гормональной терапии пожизненно. Не знаю. Мне кажется, во-первых, это психологически тяжело, да, что тебя оперируют там под кого-то, именно под одну гребенку какую-то ставят, то есть то ли под мальчика, то ли под девочку. Вот, увидели, у тебя вот яички есть, ну все, они тебе не нужны. Давай мы удалим, ты же девочка. Мне не делали операцию, мой врач был таких относительно прогрессивных взглядов, и он объяснил, зачем делать операцию. При моем синдроме часто влагалище короткое. Либо его нет совсем, либо это 2 сантиметра, как было у меня. И врачи рекомендуют, иногда настаивают, делать там неовлагалище из кишки, либо из каких-то там других органов. Вот. Мой врач был прогрессивных взглядов и сказал, что этого, в принципе, можно избежать, просто потому что влагалище – это мышца, оно тянется. И мы обошлись без него. Поэтому с психологической стороны, да, врачи, нанесли мне некий урон, можно так сказать, но с физиологической, да, то есть операции у меня не было. И я несу, да, это тоже сейчас в аудиторию, что можно и без этого обойтись и прекрасно жить. Что такое нечувствительность к андрогенам? Нечувствительность к андрогенам – это интерсекс-вариация, при которой, соответственно, в названии все отражено, да, клетки не чувствуют тестостерон. Кстати, вот эта вот нечувствительность к андрогенам приписывается, что была у Жанны Дарк, потому что по историческим данным она была высокой девушкой, без менструаций, такого атлетического телосложения. И нечувствительность к андрогенам – это когда у девушки с кариотипом 46XY образуются яички, да, внутриутробно, они начинают вырабатывать тестостерон, но клетки не чувствуют этот гормон. У меня полная нечувствительность к андрогенам. Если очень грубо объяснять, то это я должна была родиться мальчиком, но матушка природа или мироздание, не знаю, захотели, чтобы все-таки я стала девочкой. Когда ты решилась операцию, почему? Потому что я знаю, что ты это уже сама сейчас во взрослой жизни приняла такое решение. Операция была в 27 лет. Давайте сначала. Сейчас диагноз установили в 17 лет. Генетик взял анализ на кариотип, там был мужской кариотип. Мы пришли за заключительным диагнозом и определением тактики лечения к доктору, гинекологу-эндокринологу. Она сказала, да, такое бывает, надо будет прооперироваться, удалить гонады. Сказала, что можно, в принципе, подождать до 19-20 лет, пока я не созрею на своих гормонах. Сказали никому никогда не рассказывать, никто не примет, не поймет. Скрывает от всех. Дали мне ценные указания по тому, как скрывать, что говорить, что со мной случилось, почему, если даже будущий партнер меня спросит. То есть врачи тебе сами сказали о том, как скрывать, что говорить, да? Да, как врать партнеру, если он спросит, почему у меня не может быть детей. Высчитывать месячные,
которых у меня никогда не было и не должно быть. И ты все это время, собственно, жила с этим, сидела на гормонах? Нет, гормоны я не принимала, у меня были свои гормоны. Ну вот грудь у меня самостоятельно сформировалась, округлились бедра. Я сформировалась как обычная девочка, просто не было месячных. Вот мы пришли узнавать, в чем дело. А почему ты уже во взрослом возрасте приняла решение оперироваться? Ну, созрела для этого и к годам к 26 начала искать доктора, который бы мог мне помочь. Повторила все обследования, там на одной гонаде уже была достаточно большая киста. То есть это у тебя в твоем случае это была необходимость. По сути, если бы кисты не было, то ты бы ничего и не делала, да? Не знаю, наверное, бы все-таки сделала, потому что действительно я себя тогда очень сильно накрутила психологически. А сейчас, имея всю информацию, которая у тебя? Наверное, все равно сделала. Ну и киста это, просто так сложилось. И, в принципе, мне комфортно сейчас на заместительной гормональной терапии. То есть не могу сказать, что это как-то меня сильно травмирует. Понятно. Но вообще, в принципе, это обязательная процедура или нет для девчонок? Если отслеживать постоянно и делать там все как положено, раз в полгода в год, там УЗИ органов малого таза, брать анализ крови на гормоны, то, в принципе, этого можно избежать. И жить на своих гормонах. Да, вот с этими операциями на самом деле такой очень острый вопрос. Почему? Потому что я смотрю на эту проблему не только с позиции, с интерсекса людей, но и также со стороны медицинского сообщества. Допустим, вот есть вариация врожденная дисфункция коры надпочечника. Ее можно заподозрить на скрининге. То есть рождается новорожденный ребенок, это заболевание входит в скрининг, и, соответственно, там уже на 7-10 день после рождения родители знают, что у ребенка есть эта вариация. Да? И у девочек при врожденной дисфункции коры надпочечников могут быть вариации гениталий, то есть может быть там просто гипертрофированный клитор, а может быть уже мошонкообразные половые губы, и уже ближе к мужскому типичному строению. И такие девочки в СССР регистрировались в мужском поле, а потом они менструировать начинали, и это была большая трагедия, потому что скрининг, он с 2006 года только. Да, и, соответственно, сейчас таким девочкам предлагается проведение феминизирующей пластики. Феминизирующей, то есть приведение к типично женскому строению. И, конечно, да, большинство соглашается на проведение операций, которые носят косметический эффект. Для жизни они и не нужны. Да, конечно, бывают случаи, когда там рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей или нарушен отток мочи. Да, действительно нужно помочь именно, чтобы наладить там мочевыделение. Да. Но такой процент небольшой, да? Да. И это необходимо в данном случае. И это необходимо, да. Но вот именно привести к типичному виду гениталии, это больше, конечно, такие косметические, чтобы родители не стеснялись с ребенком в садик прийти, чтобы они все друг перед другом на горшочке сели, и никто ничего не заподозрил. Или чтобы там в бассейне переодеваться. Ужас, ты мне сейчас рассказываешь, просто ужас. То есть просто, чтобы не было стыдно родителям, могут жизнь сломать ребенку. В принципе, нужно говорить об этой теме, потому что родители, будут знать, что такое тоже есть, что не нужно исправлять гениталии, извините, эти операции впоследствии, это нечувствительность, это проблемы там с эрекцией, люди иногда даже просто забывают, что такое секс, и вообще вот к гениталиям вообще не прикасайтесь просто. И бесплодие, конечно, это все тоже имеет последствия. Скажи, пожалуйста, зачем вообще нужен интерсекс-активизм в нашей стране? У нас основные цели, это примерно их 3. Это депатологизация, демедикализация и равное отношение к интерсексу. То есть это все пока что отсутствует. Что я подразумеваю под демедикализацией? Это отказ от проведения операций. Это раз, Сам термин медикализация, это значит, когда какое-то явление переносится в разряд заболеваний. Вот интерсекс люди, это все больные люди, условно. Потому что за каждого из наших 40 вариаций стоит какой-то код в МКБ-10. Депатологизация, естественно, чтобы не патологизировали нас, что мы не больные люди, мы обычные люди, мы можем жить и с тем, чем нам
природа послала. Вот, мы не обязаны делать с собой что-то, чтобы соответствовать каким-то нормам. Все наше движение, весь активизм заключается в том, что, ну, в том числе, чтобы избежать вот этой неправильной терминологии, патологизирующей терминологии. Почему мы от нее уходим? Потому что она как бы всем своей даже вот языковой структурой кричит о том, что это неправильно, это патология, это болезнь, это то, что нужно лечить, а это не надо лечить. Ну, как бы есть случаи, когда это есть какие-то угрозы здоровью, это да, но они не такие распространены так часто. Гораздо чаще это происходит просто потому, что давайте сделаем как обычно. Родился, допустим, мальчик, но у него что-то было там, так скажем, недоразвито, и посчитали, что он будет девочкой, сделали его девочкой, соответственно, ему нужно делать операцию, потому что, ну, его гипертрофированный клитор вообще никуда не годится. Ну, как бы, ну, куда? Откуда у девушек такой клитор большой? Ну, нет. Чего я еще сказал? Равного отношения, да, ну, это тоже связано и с медикализацией, и с патологизацией, да. Общество воспринимает интерсекс людей так же, как медицинское сообщество. Потому что если медики сказали, что это болезнь, да, соответственно, большинство людей воспринимают нас как больных людей, как инвалидов, потому что у некоторых есть действительно инвалидность по каким-то показаниям, по каким-то вариациям. Ну, собственно, вот против этого всего мы и боремся. Но на самом деле мы сейчас самая главная задача — это вообще-то преподнести информацию людям, обществу, медицинскому сообществу. Чтобы мнение вообще о интерсексе было... Да. Вот смотрите, к нам приходили на конференцию врачи, некоторые из них задавали странные вопросы, но в целом они готовы получать новые знания по интерсекс-тематике и готовы на контакт с нами. Причем есть врачи, которые поддерживают нашу позицию, и даже вот печально известном для многих интерсексов ВНЦ. Вот. Но мы сейчас с ними контакт наладили и думаем, что все будет хорошо. Не понял сейчас последнюю фразу, печально известным ВНЦ. Это эндокринологический научный центр, где проводят операции почти всем детям из России и стран СНГ. То есть вы сейчас с ними специально наладили контакт для того, чтобы хотя бы начать диалог о том, что, ребят, может быть, мы задумаемся, может быть, не нужно всех оперировать? Да. Это заслуги как раз того комьюнити сейчас интерсекс-активистов, которые сейчас в России есть. Именно так, да. Это общие усилия, я считаю, да. Пока что мы пошли с ними на контакт, как бы обменялись, так скажем, своими мнениями и готовы сотрудничать, да. В первую очередь нужно понимать, да, что интерсекс-вариации встречаются часто. Это столько же количество интерсекс-людей, сколько и рыжих людей, да, на планете. Поэтому важно найти да, вот, интерсекс-сообщество, да, людей с такой же интерсекс-вариацией, которые помогут, да, поделиться своим опытом, поддержат. Потому что это, в принципе, важно, когда ты знаешь, что ты не один с такой проблемой. Да? Ребята интерсекс моего возраста, с вероятностью 95% они проходили через этапы оперативного лечения, да, оперативных коррекций, и, соответственно, они могут рассказать родителям, чем это грозит, да, и, соответственно, родители должны иметь две точки зрения, да, вот что будет, если они сделают операцию, что будет, если они не будут делать операцию, да. Соответственно, и врачи должны информировать, что, не только все ограничивается строением гениталий, и, конечно же, важно любить интерсекс детей, потому что это ничем не отличающиеся от общей популяции дети. С какими проблемами сегодня сталкиваются интерсекс-люди в правовом поле? Если просто взглянуть на все проблемы, то есть выписать их на листочек и разложить на группы, то получится две. Одна — это проблемы детей-подростков. То есть, можно сказать, условно, до 15 лет. А вторая проблема взрослых интерсексов. Почему такое возникло деление? Потому что после уже 15 лет, да, люди могут сами принимать решения о своем здоровье, о том, как будет выглядеть их тело, да, о том, какие операции делать, не делать. Если мы возьмем первую группу детей, то у интерсекс детей, у них проблемы могут возникнуть еще даже до рождения. Наверное, слышал про гендерные аборты, когда, допустим, не хотят мальчика, да, узнают о том, что пол будет мальчик, и, соответственно, ребенка абортируют. То же самое с интерсекс детьми. Первый раз это слышу, вообще ужас. Да, то есть если узнают, допустим, что у ребенка будет какая-то вариация, интерсекс-вариация, что она уже есть, либо что предположительно будет, то родители могут пугать, например, говорят, вот у вас ребенок родится с инвалидностью. И тогда тоже могут принять решение о том, чтобы, собственно, сделать аборты.
И, соответственно, интерсекс человек вообще не родится. А после рождения, разумеется, это все, что касается документов. То есть первое, там, ребенок родился, нужно записать там, да, то есть какое-нибудь будет имя, фамилия, отчество, и, соответственно, там какие-то гендерные окончания, и там М или Ж. То есть у нас бинарная гендерная система, и вот из-за вот этого того, что вот нужно записать М или Ж и сделать это как можно быстрее, возникает как бы еще ряд проблем. Потому что бывает такое, что пол у ребенка определить сразу нельзя, а записать что-то нужно. Потому что если ребенка не зарегистрировать, то, соответственно, у него не будет там права там, на медицинскую помощь, на какие-то пособия, льготы. То есть, ну, он вообще будет там вне правового поля, даже в школу пойти не сможет. А во-вторых, тут и правовые проблемы возникают уже у взрослых людей, потому что записали, допустим, неправильно, или там в ходе развития там какие-то половые признаки изменились, да, там, на диаметрально противоположные, человеку, соответственно, нужно гендерный маркер бы изменить в документах. Ну как это сделать? Процедуры сейчас на данный момент нет. Например, в Советском Союзе была специальная процедура, там был какой-то ряд диагнозов, при которой можно было просто прийти там и в административном порядке... Там, то есть даже в Советском Союзе это было? Это было, да. То есть могли интерсексы поменять гендерный маркер у себя в документах. Потому что эта ситуация была нормальной, обыденной, и в смысле они это оставили. Почему, как так получилось, что у нас сегодня в России это сделать нельзя? Ну, я думаю, это связано там не с какими-то правовыми даже штуками, а с тем, что там в 90-е годы там типа все советское, там это плохо, нам нужно на Запад ориентироваться, да, а на Западе как раз был вот этот там протокол Мани, то, что вот нужно детей к какому-то полу приводить, что младенцы не имеют гендера, вот это все. И мы как бы вот это все переняли, и, видимо, в правовую систему тоже это вот встроилось. То есть не все хорошее идет с Запада. У нас тоже были какие-то хорошие, в том числе и в правом поле статьи, которые были совершенно логичны. Да, то есть а сейчас получается, что у нас единственный вариант, когда можно поменять гендерный маркер в документах, ну, во-первых, понятно, что это только М либо Ж, да, то есть третьего не дано, и не заполнить тоже нельзя эту графу. То есть М либо Ж. А вот какие законы нам нужно принять в России, чтобы хоть как-то защитить права интерсекс-сообщества? Ну, я думаю, первое, самое важное, это, конечно, запрет калечащих операций. То есть запрет именно косметических операций, пластических, которые не, как сказать, не необходимы для спасения жизни. То есть если вот сейчас ребенок живет, да, он выглядит, может быть, как-то нетипично с точки зрения врачей, окей, но ему это никак не мешает. То есть нет такого, что вот риск, что вот сейчас мы не сделаем операцию, все там завтра умрет. И если такого риска нет, то, конечно, такие операции должны быть запрещены. Второе – это вспомнить процедуры СССР. Ну, конечно, немножечко с веяниями времени ее соотнести. То есть должна быть какая-то простая процедура смены гендерного маркера. И не только даже для интерсекс людей. Потому что, ну, если типа делать только для интерсекса, это там перечислить все вариации, какие-то не попадут, там, и что тогда. То есть это должна быть простая процедура смены гендерного маркера и такая не медицинская больше. Я думаю, что она должна быть все-таки больше правовая. В том числе это поможет и трансгендерным людям. А почему за нее держатся? Потому что в армию потом не пойдут. Ну, то есть некоторые парни не захотят идти в армию, и, собственно, будет себя ставить же. Почему так сложно это пройти? Потому что, на самом деле, самоидентификация, несмотря на интерсекс, это тоже большая часть вопроса. Ну, условно, я завтра встану и захочу быть девочкой. Это мое личное желание и мое личное дело. Я же могу пойти и поменять в паспорте на «Ж». Почему наше государство не дает этого сделать? По этим причинам? Потому что там есть вопросы военной службы или что? Объясняет, да, это вопросами военной службы, пенсии, что вот там дедушка, значит, состарился, захочет на пенсию пойти на 5 лет раньше, да, и вот хоп, и вот типа поменял там пол, да, как у нас называют это. Но мне кажется, что это немножко все-таки такое что-то притянутое за уши. То есть есть страны, где там можно менять там, раз в 2 недели, там Аргентина, да, и просто на основе самоопределения, без всяких там комиссий врачей, перед которыми ты должен доказывать, что ты там мужчина, доказывать, что ты женщина. Это достаточно странно. Самые раздражающие интерсекс-человека вопросы? Наверное, что у тебя в штанах? Это частый вопрос, который не надо задавать точно интерсекс людям. Если человек готов, ну, как бы открыто, ну, об этом поговорить, он скажет, да, то есть здесь надо быть обязательно таким аккуратным на вопросы. И, наверное, такая реакция, которая часто нам прилетает под постами открытых интерсекс людей, да, либо под их камин-аутами, вопрос: а как ты писаешь? Это просто тоже такой отличный вопрос, который показывает на самом деле, что наше общество не знает даже примитивную физиологию, что одно с другим не связано, что каналы там условно разные. Поэтому так.
Что нужно делать, если, например, мой друг, партнер, не знаю, родитель, ребенок, интерсекс, человек? Что нужно делать в первую очередь, как я могу ему помочь, как об этом говорить, и куда его привести и так далее? Ну, я думаю, во-первых, конечно, этот человек, он должен каким-то образом понять, что он не один, соответственно, либо пообщаться прям в каком-то комьюнити, да, там, ну, в некоторых городах уже сложилось, либо почитать историю интерсекс людей, интерсекс детей. Тоже есть различные книжки, брошюры. Также, если говорить, например, про родителей, сейчас в России там издаются активно, я принимал тоже участие в написании пособия для родителей интерсекс детей. Там и социальный аспект, и вот там я, соответственно, про правовые писал. То есть как общаться с ребенком. Есть там сказки для интерсекс детей. То есть потихонечку все-таки какая-то литература создается, и может кто-нибудь мне список этой литературы, чтобы мы в конце бахнули для ребятишек, которые начнут хорошо? Вот тогда список литературы мы приложим в описании, чтобы как начать базу для людей, кто с этим столкнулся. Вот. И ссылки на комьюнити, интерсекс-комьюнити, которые точно так же могут помочь, мы тоже оставим. Может быть такое, что я интерсекс-человек? Может быть. Мне нужно что сделать? Тебе нужно сдать кариотип для начала. Ну, то есть посмотреть, какие хромосомы в твоем организме. Ну что, господа, делаем тогда сейчас тест на кариотип. Ну что, мы только закончили съемку, я, как обещал, поехал делать анализ кариотипа. Вдруг я тоже интерсекс. Всякое же может быть. Никто не хочет у меня его брать пока. Все очень боятся, бегают, друг с другом общаются. Ничего не происходит уже минут 20. Взяли у меня анализ, ждать его 21 день, сегодня 4 ноября. Собственно, 25-го узнаем, что у меня и как. Расскажи, пожалуйста, про отношения твои, потому что я знаю, что ты уже был женат один раз, тоже развелся. Сейчас у тебя, поздравляю, снова свадьба. Ах, это свадьба пела и плясала. Как ты, во-первых, рассказываешь это партнерам, насколько это деликатный момент? Предупреждаешь ли ты заранее о том, что ты интерсекс? Гораздо проще стало, когда я стал открытым интерсекс-активистом, ну и вообще интерсекс-человеком. И я, в принципе, ни от кого это не скрываю. Ну, то есть я везде об этом рассказываю, и люди уже на подготовленную почву приходят. То есть твои бывшие жены, ну, в смысле, бывшие жены, опа, как я уже сразу же одну слил, твоя бывшая супруга и нынешняя, они знали о том, с самого начала, они за тобой следили или где-то с тобой видели, что ты именно интерсекс-активист? Нет, нынешняя, да, но там бывшая супруга нет. Сначала я не был открытым, как я мог быть открытым интерсекс-активистом, если я ничего об этом не знал. Вот когда я был маленьким и жил в закрытом городе, да, там было закрытое пространство, мало народу, и все об этом и так знали, то есть как бы тут нечего скрывать. Когда я переехал в Москву уже там 20 лет, получается, то, естественно, у меня мужской паспорт, мужская внешность, как бы я не раздеваюсь ниже пояса в обычных местах, зачем мне это делать? И поэтому никто об этом не знал, и я просто рассказал о себе. Наверное, вот моя первая супруга — это вот первый человек, кому я рассказал все. Рассказал про себя, рассказал про мое детство, рассказал в том числе про монастырь. И она это спокойно очень приняла, на самом деле. Ну, я считаю, что мне повезло в какой-то степени. Для меня сейчас будет странный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, в обычной жизни я считаю его неэтичным, никогда в жизни никому не задаю, и считаю, что туда лезть нельзя, это дело каждого. Также и когда я бы не хотел, чтобы меня такое спрашивали. Но из-за того, что тема такая, я просто должен это сделать. Как у тебя складывались отношения с партнером, и насколько ему было важно, и даже больше не только твой опыт интересен, а опыт других девчонок с такой вариацией, как у тебя, насколько они переживают. То есть для них это действительно, особенно в регионе, наверняка очень стрессовая история. В моей жизни мне попадались партнеры прекрасные мои, которым было, в принципе, каждому, ну, все равно. Во-первых, моя позиция в том, и мы здесь в большинстве, наверное, девчонок сходимся в этом, да, молодые девчонки, когда добавляются в чат, это на самом деле один из вопросов, которые они задают. А как сказать партнеру? А когда сказать партнеру? Да? Наверняка есть девочки, которые вообще боятся это делать, и там уже замуж выпрыгивают. Нет, безусловно, и боятся, и думают, что из-за этого действительно, вот как мне врач там сказал, вообще забудь про личную жизнь, строй карьеру, и все. Безусловно, это накладывает отпечаток. Можно сейчас быстренько в камеру посмотрим и скажем: девчонки,
Это ерунда полная. Особенно в 2020 об этом говорить даже странно. Мое мнение, во-первых, об этом нужно говорить, потому что, не знаю, я не представляю, как строить отношения без доверия. Я, наверное, говорила об этом в свидании на втором. Вот. Ну, чтобы быть честным, потому что это моя позиция. И, опять же, услышать от человека о том, что это не ок, ну, то есть мне это не подходит, я хочу большую семью, детей, мне это важно, это тоже нормально. Вы честно расстаетесь на том, что вас не устраивает. Да? Тем не менее, в моей жизни такого не было ни разу. Все говорили, что да, камон, это вообще решаемый вопрос, мы там с этим разберемся, и все. Там действительно огромное количество путей решения. Конечно. Ну, во-первых, да, там при моей вариации, при некоторых других вариациях, возможно, там суррогатное материнство. Если есть матка, то, возможно, просто ЭКО. Да, у нас, например, одна из интерсекс-сообщества девушка вот недавно родила ребенка сама. Вот. Потом никто никогда не отменял усыновление. Да? То есть быть родителем — это не значит родить ребенка, но лично для меня. Вот, поэтому, не надо об этом переживать 100%. Если, мне кажется, человек этого хочет, ну, то есть он это добьется любыми путями. Ну, а путей много. В этом году у меня были отношения, они длились год, парень ничего не знал. Ну, я, наверное, в какой-то момент начала понимать, что отношения, которые у меня есть, когда они становятся более такими глубокими, я начинаю, ну, так, сливать потихоньку, ну, чтобы, не знаю, не мучить человека. Чтобы тебе не рассказать правду, то есть ты всегда это скрывала? Ну, вот сейчас я впервые в этом году весной познакомились с парнем, и я на втором свидании все выдала. Он принял, понял, сказал, ну ладно, окей. Тебе было тяжело первый раз это говорить? Ну, скажем так, я до этого подготовилась. У меня было пару каминг-аутов с подругами. Тяжело, но я, наверное, вот почему на втором свидании я подумала, что я себя, наверное, психологически так огражу, если человек еще к себе не совсем близко подпустила, и вот на берегу здесь сразу и сейчас расскажу, что есть, как я это чувствую. Если не поймет, то, видимо, разные люди. Единственное, что для меня вот было тяжело осознавать то, что я не могу родить ребенка. Ну, потому что что? Потому что родители, общество вокруг тебя, да, делали из этого проблему. Если бы этого не было, может быть, ты бы и не так воспринимала? Ну, да, допустим, я себя винила в чем-то раньше. Честно признаюсь, что даже маму свою как-то винила, то, что у меня, я не могу родить, допустим, бабушка моя, я как-то слышала то, что говорила, все, она никому не будет нужна, ни детей ничего не сможет дать, все, беда. И несмотря на это, у тебя есть сын. Как ты вообще решилась стать мамой и когда? Начнем с того, что у меня всегда в голове это сидело, что я хочу ребенка, но я всегда знала то, что возможно принять ребенка в свою семью. То есть, что можно взять ребенка, можно суррогатное материнство, то есть сурмаму найти тоже как вариант. То есть не обязательно самой вынашивать. И я была замужем тогда еще. Мы с мужем вот думали, ребенка-то хочется. Мы решили вот в 21 год я уже, в принципе, мысленно была готова, то, что я хочу быть мамой, что я возьму ребенка. Вот, просто некоторые такие вот жизненные трудности приходилось преодолевать, то есть готовиться к этому всему. И вот в 27 лет я все-таки это сделала. Я взяла ребенка, было тяжело, морально тяжело поначалу. Вообще вот весь этот путь пройти. А сейчас? К материнству. Сейчас все хорошо. Все замечательно. Просто поначалу то, что сбор документов. В принципе, это все реально. Все реально. То есть в этом проблем нету. Главное — желание. И любой, в принципе, может и ребенка принять, и полюбить. То есть не значит, если человек, возможно, бесплоден, что он не сможет воспитывать, быть родителями, да. Все это реально. И я ни капельки не жалею, что я пошла на этот шаг. Я очень-очень рада этому. Почему интерсекс-сообщество себя очень часто отделяет от ЛГБТ? Потому что есть, например, такое понятие, как ЛГБТКИА+, или там ЛГБТИ.
А кто-то соглашается с тем, что это относится к этому сообществу, и там есть эта буква, которая обозначает интерсекс, а кто-то говорит, что мы совершенно другие. Потому что ЛГБТ — это про СОГИ, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, а интерсекс — это про половые признаки, да, то есть как бы это не связанные вещи, но, например, на Западе все равно уже достаточно долгие годы эти понятия часто объединяют под одной аббревиатурой, чисто потому, что, например, все эти вещи в какой-то момент в истории, да, патологизировались, считались заболеванием, и гомосексуальность, и трансгендерность, и вот сейчас вот интерсекс-вариации. Но, например, Россия — это Россия. И да, с уровнем гомофобии, который у нас есть, например, мы в нашем активизме Intersex Russia пытаемся людям объяснить, что как бы интерсекс — это не про сексуальную ориентацию, не про гендерную идентичность, чисто чтобы избежать вот этой какой-то лишней агрессии к нашему сообществу, да, особенно учитывая то, что среди интерсекс-людей большинство людей — это цис и гетеро, совершенно обычные люди, мужчины и женщины, да, то есть это стереотип думать, что все интерсексы, например, не бинарные, да, большинство обычные мужчины и женщины. Скажи, пожалуйста, в международной практике как сейчас с этим обстоит? Далеко ли мы обошли наших друзей из Запада? Или наоборот, мы впереди, или сзади что происходит, и что у них происходит? Мы недалеко от них ушли, на самом деле. Они примерно на том же где-то уровне политического, так скажем, воздействия на медицинскую среду. Например, в Германии у нас активисты проводят прям целые большие лекции для врачей, для педиатров, для эндокринологов, для хирургов. И там отклик большой идет. Ну, конечно, они продвинулись в этом плане лучше, чем мы, да, и у них там детей в свидетельстве о рождении записывают их как третий отдельный гендер, это X. Ну, наиболее всего продвинулась в этом плане Мальта. Есть Мальтийская декларация, да, которая заявляет о том, что операция на интерсекс детях — это большая проблема, и нужно отказаться от этого. Собственно, Мальта отказалась, и у них любые операции над детьми интерсексом запрещены. В остальных странах пока что примерно как у нас. В Австралии и в Соединенных Штатах это с 90-х годов еще идет. Собственно, почему мы празднуем 26 октября День видимости интерсексов или осведомленности об интерсексах? Это потому что в 96 году во время педиатрической конференции в Чикаго, так, по-моему, в Чикаго, да, сейчас не сбиться. Окей, пусть будет Чикаго. Была первая акция интерсексов против операции. Скажи, пожалуйста, что тебе нравится в своей интерсекс-вариации? Отсутствие месячных. Ну, прекрасно. Я не знаю, что это такое, но, как говорят мои подруги, они говорят, что да, я бы без проблем отказался от этого. Чем неплохо. Отсутствие месячных? Простите, я не могу. Нет, это, конечно, большой плюс. Но если быть до конца честным, мне очень нравится то, что со мной произошел процесс, вот этот переоформление из женщины в мужчину, и то, что эта вариация уникальная, дала просто мне уникальную возможность побывать и там, и там. То есть как со стороны женщин, как со стороны мужчин. И сделать какие-то выводы на эту тему. То есть я думаю, что если бы я родился обычным там мальчиком или девочкой, то я, возможно, никогда бы даже не задумался о таких вещах. Но мне часто говорит моя жена о том, что я выиграл в генетической лотерее, потому что она считает, что я взял какие-то плюсы от женщин и от мужчин, вот все собрал. Начнем с того, что я высокая. Но это не у всех, но в основном с нечувствительностью к андрогенам высокие девушки. У меня нет, как у девушек, там, оволосения прямо такого. То есть мне не надо бриться. То есть для меня это вообще плюс, вообще большой плюс. Ну, так как андрогены, мужский тестостерон не действует, у меня шикарная кожа. Никогда не было прыщей. Моя сестра всегда мне завидовала. Волосы я могу мыть раз в неделю, у меня они не жирнятся. И волосы на теле тоже, они такие мягкие, пушковые. То есть если я их не буду брить неделю, то там не порву колготки с щетиной. То есть они мягкие. Внешность тоже такая, называют даже синдром топ-модели. То есть я начиналась как плод с XY хромосомами, да, то есть если бы все пошло в утробе с моим развитием как надо, я бы родилась мальчиком. И слава богу, этого не случилось.
Слава богу, я родилась девочкой, и да, я не знаю, я кайфую абсолютно, я полностью принимаю свое тело, свою вариацию. Мне нравится, что я контролирую свой менструальный цикл, так как я сама принимаю гормоны. Мне нравится, что я могу забеременеть, если захочу, но при этом у меня нет риска, да, случайной беременности, потому что это как бы не так просто. Я почти не набираю вес, хотя я ем все подряд, все, что захочу. Хотелось бы, чтобы все интерсекс-люди, которые к нам приходят, которые у нас есть, и я пытаюсь, когда я разговариваю с ними, пытаюсь донести эту мысль, что не нужно этого стесняться, это нормально. Если мы будем сами к этому нормально относиться, то и люди вокруг будут к этому нормально относиться. Это очень важно, потому что многие, к сожалению, находятся только вот на пути этого принятия себя. Я сам долго находился на этом пути, то есть это не сразу произошло, и вот сейчас я более-менее нахожусь в гармонии там, со своим телом, со своей идентичностью, потому что я себя комфортно ощущаю, но так было не всегда. И я понимаю, что это непросто. Не просто себя полюбить в этом плане, когда тебе все вокруг внушают то, что ты какой-то неправильный, так не надо. В январе этого года, вот тогда я пообщалась с психологом, психолог мне говорила, что я смотрю на мир сквозь вот этот свой синдром, и этого не стоит. То есть она пыталась меня просто увести в другую сторону от мысли о нем, не помочь как-то принять, смириться, и полюбить себя такой. Интерсекс ребенку, подростку, кому угодно человеку, я посоветую. Если идете к врачу, спрашивайте, если хотят что-то сделать, а зачем, а какая причина для этого, да, а если это отложить, что будет, зачем это делать сейчас, действительно ли это срочно, да, то есть какие риски, какие последствия, да, потому что куча людей живет потом всю жизнь с потерей чувствительности, там, недержанием, необходимостью принимать гормоны, хрупкими костями и кучей вещей, которых можно было бы избежать, если бы не делали какие-то несрочные вмешательства. Так что задавайте много вопросов, знайте свои права человека. Родителям я бы посоветовала, есть очень хорошая брошюра для родителей у нас на сайте от ОА Юра, переведенная «Как поддерживать вашего интерсекс-ребенка». И там все объяснено достаточно просто, если нет никакой срочности, это можно спокойно отложить и дать ребенку вырасти и самому решить, что делать со своим телом. И ребенок заслуживает правду, знать про свое тело. Союзникам я бы посоветовала распространять информацию на эту тему и также не забывать о правиле «ничего о нас без нас». Да? То есть если союзник хочет выпустить какой-то материал, то делайте это с самими интерсекс-людьми. Да, вот как Петя сейчас. В этот раз я хотел бы подвести итог своего выпуска. На самом деле большинство людей, которые были сегодня в программе, они столкнулись с одной главной проблемой. Проблемой того, что общество готово их воспринимать только по какой-то норме, по какому-то шаблону. А это не так. Мы все разные. Совершенно. И это прекрасно. С вами был Петя Плосков, и увидимся.